Влад, хорош играть, машина готова. Едем. Что, друзья, едем забирать Peugeot сервис. Все у нас стабильно, нормально. Сейчас доедем, расскажу, что с ней делали, куда опять столько денег у нее, и все. Едем в сервис. Понемножечку, помаленечку, по копеечке, по зернышку, по семечку. Я на работу. Ну что, банда, забрала свою машину. Вот у меня чек. Сейчас вам тоже покажу все работы. Смотрите, там кто хочет, на паузу нажмете, посмотрите, что сделали, что сколько стоит. Так, сейчас. И вот так. Вот они, все работы. Ну, по первым ощущениям, вот я сейчас вот даже коробку втыкаю. Смотрите, оп, 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 оп. Просто самолет. То, что она так чуть-чуть болтается, это надо было троса менять, троса не поменяла. Забыл вообще о них абсолютно. И все. А так, я даже сейчас, давайте в кузов зайдем ко мне, покажу вам гору запчастей. Вот он, радиатор меняли, потому что старый потек. Сцепление, это, видимо, старое. Не видимо, а старое. Старое сцепление. Вот такое вот оно. Так, это пресс не мой. И вот тут целый еще мешок всякого говна. Поменяли колокол, там, сям, всякие подшипники какие-то, прокладки. Еще что-то. Короче, наменяли просто пиздец. Ну, вы видели, на 130 тысяч. Сервис вроде прикольный, а вроде такой себе. Делали просто диагностику охлаждения. Никто мне так ничего не сказал. Там мне сказали, то, что там мастер, который меня вел, он должен был мне объяснить. Мне никто не объяснил. Второй мастер ни хера не знает. Хоть делал в порядочном сервисе. Мне кажется, не буду рекламировать, то вот. Можете просто глянуть. Типа, ну, нормальный порядочный сервис. Ни гаражи, ничего, ни какие-то там самоделкины. Ну, вот так вот. Я бы, блядь, сделал рекламу, но спасибо. Мне никто ничего не рассказал, не помог, не подсказал, поэтому идите в жопу. Едем. Что, друзья, коробку, блин, сделали, вообще офигенно. Сцепление сейчас работает просто, я не знаю, изумительно. Передачи все вот просто вот так вот. Без шума, без гамма, просто вот даже не надо. Я раньше, блядь, я все время пинал куда-то там, заставлял. Сейчас просто оп, 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 просто работает четко, великолепно. Скажу вам сразу, ребят, ролик сегодня будет такой, более как общительный. Отвечу на некоторые вопросы. Сейчас помоем машину, хотел еще затонировать стекло переднее хамелеоном, поменять резину. В общем, такой, просто туда-сюда покатаемся, поездим с вами, вот, поболтаем. По поводу Peugeot, что, ну, в принципе, цену видели, работы все тоже рассказал, ничего сверхъестественного как бы не делали. Коробка, колокол, выжимное, все сальники, масло в коробке, масло в двигателе, новый радиатор. Потом антифриз, собственно говоря, тоже новый. Да и все. Сейчас я приехал тут на мойку. Около дома есть хорошая мойка, огромная самомойка. Вот, быстренько ее тут поласкиваю и еду сюда вот. Тут же, на этой же территории, еду тонироваться. Кстати, еще некоторые мелочи. Сейчас попозже, когда остановлюсь, покажу, что сделал в машине интересного и нового. Someday we gonna rise up on that wheel, you know. Someday we gonna dance with those lions. Someday we gonna break free from these chains and keep on flying. Yeah. They telling me it's all good, just wait. No gonna be
спрашиваю, блядь. Ты ебал? Someday we gonna dance with those lions. Someday we gonna break free from these chains and keep on flying. Yeah, come on. Try to lie, but it ain't me. Ain't me. Try to look, but I can't see. Can't stop right now, cause I'm too far. And I can't keep going, cause it's too hard. In the day, in the night, it's the same thing. On the field, on the block, it's the same game. On the real, if you stop, then there's no pain. But you can't feel pain, then there's no gain. Rearranging and changing, it's all bad. And you try to maintain, but you fall back. And you crawl and you slip and you slide down. Wanna make it to the top, it'll start now. So I hold my soul and I die hard. All alone in the night, in the graveyard. Someday, one day, I'ma be free. And they won't try to kill me for being me. Hey, someday. Someday we gonna rise up from that wind. You know. Someday we gonna dance with those lions. And someday we gonna break free from these. Ну, друзья, пленочку наконец-то нам наклеили. Вообще офигенно, я давно хотел, реально давно. Но просто понимал, что на свое старое патошное стекло ее клеить, ну, прям не очень. Вот, и поэтому поменял стекло, поменял дворники и сразу же поехал наклеил пленку. Блять, смотрится вообще круто, не знаю, мне лично нравится. Насчет гаишников, да и не должны до нее докапываться, потому что она же, по сути, она прозрачная. Она просто, если солнце светит, она бликует фиолетовым. Солнце не светит, обычное прозрачное стекло, вообще ничего в нем нет. Вот, что еще? Сегодня, повторяюсь, опять же, у нас такой нерабочий день. Сегодня занимаемся делами, там, туда-сюда. Очень много вопросов от вас было, где пропал. Где пропал, почему не укладывал ролики, что было, рассказываю. Ну что было? Весь январь я отдыхал, ничего вообще не делал, абсолютно ничего. Успел починить машину, кстати, в январе. Угу. Я поменял стартер, аккумулятор. Что еще? Тормоза в круг поменял. Что-то еще делал, не помню уже. Ну, вроде бы все. Вот. Потом что? Потом отдыхал. После этого в феврале думаю, все, надо что-то замутить такое прикольное, классное для вас. Взял, купил веса. Вис такой там был. Чуть уставший, мы его переварили, обслужили, перекрасили. Короче, все, сделали просто булочку. Я его добавлять в Яндекс, а мне Яша говорит, нет. Я такой, в смысле? Вот нет и все. Виз, который как 4 проходит, а виз, который как 7 не проходит. Я думаю, да ё-моё. Боролся с поддержкой, добавил кое-как его себе. Решил другу зарегистрировать. Как-то так с натяжкой. Короче, продал я этот виз. Он думал, ладно. Потом, а виз хотел разыграть. Просто по билетам сделать розыгрыш. Вот, и почему, может быть, опять-таки у кого-то возникнет вопрос, а почему я его продал, а не разыграл? Потому что, я думаю, это не очень комфортно будет. Это мне, ладно, там я и от парка, я и от себя там эту поддержку замучиваю. Они как-то идут время от времени на какие-то уступки, компромиссы. А если бы кто-то ее выиграл и захотел бы на ней работать, ну нафига вот эти вечные проблемы, мучиться, чтобы его добавляли и еще что-то, пизду. Проще продать и все. Вот, такие дела. А сейчас все, вот, сегодня первый день, когда забрал Пежоху в сервисе. При вас сразу решил показать, чтобы потом не было вопросов никаких. Вроде нормально она запускается, нормально ездит, никаких сейчас вопросов уже нет. Буду работать теперь на ней. Вот. Когда? Со вторника или со среды начну уже кататься на ней спокойно. Также скажите, какой... следующий ролик будет на Peugeot, по-любому на Peugeot. А потом скажите, хотите с 2 грузчиками поезжу на Peugeot, хотите на малом кузове поезжу. Аренда еще есть, парнишка, который на аренде работает. Если кому интересно, тоже могу рассказать. Он там неделю отработает. И в конце недели могу рассказать, как там у него успехи на аренде. И, ребят, хотел также сказать то, что с машиной не получилось. Ладно, давайте сделаем это по-другому. Я вот хожу с 15-м айфоном. Я могу купить точно такой же телефон и просто устроим розыгрыш среди вас по билетам. Там определенное количество мест, определенное количество участников. И разыграем потом в прямом эфире iPhone. Пишите в комментарии, если вам интересно это, если хотите такое. Пожалуйста, сделаем, не вопрос. Это то вечно в чате я вижу, там iPhone, Android. Я не знаю, лично я предпочитаю iPhone, мне больше нравится. Там каждому уже кому как. Вот, а если хотите, чтобы мы купили iPhone и разыграли по билетам, пожалуйста, пишите в комментарии. Я все комментарии читаю, абсолютно все. Каким-то прислушиваюсь, над какими-то смеюсь. В комментарии разные бывают. Вот, поэтому пишите.
И, кстати, там тоже вот под прошлым роликом был хороший комментарий, приятный. Вот сейчас сюда его ставим. Вот, то, что хотел сказать еще раз, огромное спасибо, ребят, за то, что смотрите, за то, что подписываетесь, за то, что пишете комментарии, ставите лайки. Это же абсолютно бесплатно. Вот. А те люди, которые еще в парке работают, это вообще какая-то отдельная ячейка общества. Все красавчики, просто все. А мы что? А мы едем. Угу. Вот, кстати, хрустики уже выехали. Вот, а мы едем за резиной. Меняем резину сегодня, старую отвозим на дачу. И все, с завтрашнего дня в бой. А, и кстати, ребят, в прошлом видео получает вот этот вот комментарий 1000 рублей. Поэтому не забывайте оставлять. А в этом сделаем, кто угадает, сколько стоит пленка на лобовое стекло, скину 1,5. Кто первый напишет цену, точно. Все, ребята, едем за резиной. Gonna see it's not that easy. Don't stop, get it till it's done. From where you are, have begun. I said, keep on. Try a little harder to see everything you need to be. Believe in your dreams that you see when you're asleep. Someday we're gonna rise up on that wind, you know. Все, резину нам поменяли. На резину я отдал. Резину взял такую простенькую, 27 тысяч. Я себе зимнюю брал, плюс-минус точно такую же. Вроде нормально зиму отбегала. Сейчас летнюю взял, точно такой же фирмы. Посмотрим, как она будет ходить. Но я думаю, все равно новая. Сезон точно отходит. Вот. Все дела сделаны. Машина в полном строю. В боевом готове. Выходить в Яндекс и дальше работать. Что я вам хотел сказать? А вам, друзья, спасибо огромное за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать ваши комментарии. И следующий ролик у нас будет, как мы работаем на среднем кузове с одним грузчиком. Все. Всем еще раз спасибо за просмотр и до новых встреч. И, кстати, напишите, если такой формат роликов вам интересен, когда просто не именно работа, а что-то так вот. Туда поехали, сюда поехали. Буду признателен. Все, друзья. Всем пока-пока. И хотел сказать, не забывайте, если розыгрыш с телефоном для вас интересен, обязательно спускайтесь вниз, пишите в комментарии, и уже в следующем ролике я вам дам всю информацию. Я приду, но там дорога дальняя, придется подождать меня. Приду, но там дорога дальняя, Я приду, но там дорога дальняя, придется подождать меня. Приду, но там дорога дальняя, Я все бросил, как бросил ее, любя и предав.